Приветствую вас на канале Книги, Истории и Факты. В этом видео я хочу рассказать 40 тайн мира, которые до сих пор остаются без ответов. Прошу поставить лайк сейчас до просмотра видео, это очень важно для нас. Вы всегда сможете его убрать, если видео вам не понравится. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, если вы здесь впервые. Включайте все уведомления, чтобы ничего не пропустить, ведь новые работы выходят регулярно каждую неделю. Приятного просмотра. Начнем. 1. Загадка Палермского камня. Черный и холодный осколок диорита, хранящийся сегодня в экспозиции регионального археологического музея Сицилии. Это, пожалуй, один из самых странных артефактов в истории. Палермский камень попал в Европу в XIX веке при весьма туманных обстоятельствах. Его просто купил частный коллекционер, после чего артефакт был подарен музею Палермо в 1877 году. Глядя на этот невзрачный с виду кусок камня, трудно поверить, что перед нами старейшая летопись великой цивилизации, где с математической дотошностью зафиксированы имена царей, религиозные праздники и даже ежегодные уровни разлива Нила. Материал, из которого высечена стела, ставит современных инженеров в тупик. Это сверхпрочный черный диорит, который по своей твердости превосходит железо. Ученые до сих пор не могут дать однозначного ответа, как и когда был создан этот шедевр. Идеально ровные ряды иероглифов и глубокая гравировка на таком материале требуют инструментов невероятной прочности. В то время как официальная история говорит лишь о медных инструментах, практика показывает, пытаться вырезать текст на диорите медью – это все равно, что пробовать резать закаленную сталь пластиковой вилкой. Долота просто гнулись бы, не оставляя на поверхности и следа. Но главной тайной Палермского камня являются додинастические цари, которые, судя по описаниям, не были людьми в привычном понимании, а представляли собой таинственных богов и полубогов, чье правление вызвало ожесточенные споры в научной среде. В этом иероглифическом документе описываются 120 правителей, властвовавших еще до официального формирования египетской цивилизации. Причем их имена не являются вымыслом, так как встречаются и в других официальных генеалогиях. Поразительное сходство Палермского камня с туринским и шумерским списками царей подтверждает общую традицию описания периода, когда боги жили на земле и правили сотни и тысячи лет, и заставляет задуматься. Является ли стела лишь объектом культа, или же это реальный исторический отчет о времени, когда человечеством руководили представители куда более развитой цивилизации? Как вы считаете, Палермский камень – это летопись реальных событий или мифология? Пишите ваше мнение в комментариях. 2. Туринский папирус царей – загадочный перечень правителей Египта. Туринский список царей – древнеегипетский папирусный документ, содержащий перечень правителей страны. Свое название он получил по месту хранения. Сегодня этот артефакт находится в собрании Египетского музея Турина в городе Турин, Италии. По оценкам специалистов, документ был создан в эпоху Нового Царства, приблизительно в XIII веке до нашей эры. Изначально папирус представлял собой цельный свиток с текстом, написанным иератическим письмом. Однако до наших дней он дошел лишь в виде множества фрагментов. Со временем материал разрушился, и ученым пришлось буквально по частям восстанавливать его структуру. Содержание списка охватывает последовательность правителей от глубокой древности до царей времени составления текста. Особую загадку для исследователей создают самые ранние записи. В них встречаются упоминания о правителях или божественных сущностях, которым приписывались сроки власти, измеряемые тысячами лет. Эти необычные цифры резко контрастируют с более поздними данными, где продолжительность правления становится гораздо более реалистичной и сопоставимой с человеческой жизнью. Однако повреждения текста и пробелы в строках создают ощущение незавершенности. Цепочка имен местами обрывается, и остается лишь предполагать, какие сведения исчезли вместе с утраченными фрагментами. 3.
Призма Вельда-Бланделла, шумерский список царей. Призма Вельда-Бланделла представляет собой вертикальную глиняную призму с клинописным текстом. Свое название она получила по имени первооткрывателя. Специалисты определили, что возраст этого артефакта составляет примерно 4000 лет. Все 4 стороны предмета покрыты клинописью, расположенной в 2 столбца. В центре имеется отверстие, предполагается, что в него вставляли деревянный стержень, позволяющий вращать призму и читать надписи на каждой грани. Сегодня этот известный объект хранится в клинописной коллекции музея Эшмола в Оксфорде. На призме изложена история мира до потопа, записанная человеком по имени Нур-Нинсубур. Он перечисляет правителей, управлявших с самого начала его народа до времени, в котором жил сам. Среди них названы 10 царей, правивших до потопа и отличавшихся необычайно долгой продолжительностью жизни. Перечень властителей начинается с допотопной эпохи и заканчивается 14-м царем династии Исин, примерно 1763-1753 годы до нашей эры. Наибольший интерес исследователей вызвали имена царей, якобы правивших Шумером до всемирного потопа. Первое, что удивило ученых – длительность их царствований. В переводе некоторых фрагментов говорится, Алулим царствовал 28 800 лет. Ал-Алгар – 36 тысяч лет, 2 царя правили 64 800 лет. Эриду был оставлен и престол перенесен в Бат-Тиберу. В этом перечне кроется еще одна загадка. После упоминания потопа, представленного как реальное событие, сроки правления начинают заметно сокращаться, и у более поздних царей они уже выглядят вполне сопоставимыми с человеческой жизнью. До сих пор среди исследователей нет единого мнения о том, отражает ли этот список реальные исторические факты или же он сочетает предания, мифы и подлинные сведения. Однако наука продолжает развиваться, и, возможно, будущие находки помогут уточнить или пересмотреть представление о шумерском царском списке. 4. Загадка Большой Колыванской вазы. В Эрмитаже, что находится в Санкт-Петербурге, находится удивительная по красоте Большая Колыванская ваза, которую в народе чаще называют царицей ваз. Объясняется это очень просто. Перед вами настоящий шедевр камнерезного искусства первой половины XIX века. Поскольку выполнена ваза из огромной глыбы красивейшего камня яшмы с очень интересными зеленовато-волнистыми узорами-прожилками. Поражает в этом шедевре не только красота, но и ее размеры. Царица ваз имеет внешний диаметр более 5 метров и высота ее 2,5 метра, а весит этот уникальный экспонат Эрмитажа 19 тонн. Не мудрено, что каждого посетителя Петербургского музея, кто видит это чудо из чудес, удивляет не только красота огромной вазы из великолепной яшмы, но и ее какие-то нереальные размеры, отчего у людей даже врываются возгласы, типа «надо же, какие раньше были мастера по камню». Действительно, Большая Колыванская ваза, согласно письменным свидетельствам, изготовлена в период с 1829 по 1849 годы. Что за мастера врезки камня были в то время, которые умудрились создать столь уникальный и в то же время удивительный шедевр, это давно интересует не только обывателей или ценителей искусства, но и ученых. Интересует потому, что для создания такой вазы требуется что-то намного большее, чем просто талант. Как говорят современные камнерезы, выполнить такое изделие из цельного куска яшмы, змеевика, просто нереально. Он слишком хрупкий для этого. Более того, чем красивее камень по своему узору, тем хрупче, а кусок яшмы, из которого изготовлена царица ваз, просто поражает своей неоднородностью, узорчатостью. Даже при изготовлении небольшого изделия из такого змеевика 70% ушло бы в отходы, а при обработке такой глыбы яшмы можно только представить ее, она бы непременно раскололась. Особенно во время нанесения эллипсовидных граней, которыми украшена Большая Колыванская ваза. Исследователи пошли дальше.
Они решили создать уменьшенную копию царицы Ваз, используя все современные технологии и возможности камнерезки. Для этой цели был создан специальный эскиз, подробно и точно копирующий уникальный музейный экспонат, по которому было предложено самым авторитетным камнерезам России сделать из цельного куска яшмы вазу всего в 1 метр высотой и полметра в диаметре. И ни один из мастеров не взялся за эту работу, потому что, по их мнению, выполнить такой заказ просто невозможно. Заготовка змеевика будет испорчена еще на стадии грубой обработки. Это даже при современных технологиях и уникальных аппаратах по резке камня. Спрашивается, как же мастера первой половины XIX века сумели изготовить большую колыванскую вазу с помощью самых простых инструментов? Остается лишь одно рациональное объяснение. Камнерезы того времени обладали какими-то тайными технологиями, которые со временем были утрачены. 5. В Китае нашли колючего дракона с сохранившейся кожей. На северо-востоке Китая обнаружена уникальная окаменелость динозавра игуанодонт нового вида хаолонгдонги. Главная ценность находки не в костях, а в коже, которая за 125 миллионов лет сохранилась настолько идеально, что ученые смогли рассмотреть ее на клеточном уровне. Исследователям удалось увидеть даже ядра клеток, что раньше казалось невозможным для столь древних останков. Главным сюрпризом для науки стали необычные кератиновые шипы разного размера, покрывавшие все тело ящера. Из-за этой брони динозавр получил неофициальное прозвище «колючий дракон». Ранее считалось, что у игуанодонтов не было таких острых образований. Поэтому находка полностью меняет наше представление об их внешнем виде. Палеонтологи отмечают, что это открытие позволяет изучать биологию древних рептилий с невероятной точностью. Ученые предполагают, что острые шипы не только защищали молодого ящера от хищников, но и могли помогать в терморегуляции организма или выполняли сенсорную функцию, как усы у кошек или чувствительные чешуйки у крокодилов. 6. Загадка метеоритного топорика на Калимантане. Находка 2025 года на острове Борнео, Калимантан, поставила ученых в тупик. Был обнаружен топорик возрастом около 3000 лет, изготовленный не из земной руды, а из метеоритного железа с аномально высоким содержанием никеля и иридия. В то время как официальная история утверждает, что местные племена находились на стадии неолита или ранней бронзы. Этот артефакт демонстрирует следы сложной горячей ковки и закалки. Такое мастерство создает серьезный парадокс, так как работать с метеоритным железом невероятно сложно. Оно крайне хрупкое и требует особых температурных режимов, которые, как считалось, были открыты на тысячи лет позже. Логика каменного века здесь разбивается о физику, каким образом древние мастера смогли не только опознать небесный металл, но и разработать технологию его обработки в условиях тропических джунглей. Это выглядит так, будто знания о высокотемпературной металлургии были принесены извне или принадлежали неизвестной технологически развитой культуре. А как считаете вы? 7. Петрозаводский феномен 1977 года. Загадка без ответа. В ночь на 20 сентября 1977 года жители Петрозаводска стали свидетелями одного из самых масштабных, неопознанных небесных явлений в истории СССР. Огромный светящийся объект, похожий на гигантскую медузу или звезду с множеством лучей, завис над городом, медленно осыпая его тонкими световыми струями. Это зрелище продолжалось около 10 минут, вызвав панику у одних и научный азарт у других, навсегда закрепив за карельской столицей статус столицы советских НЛО. Последствия визита загадочного гостя оказались вполне осязаемыми. Очевидцы сообщали о странных отверстиях в оконных стеклах, которые выглядели так, будто их проплавили лазером. А некоторые технические приборы в ту ночь вышли из строя. Феномен был настолько массовым и необъяснимым, что власти, вопреки обычной политике замалчивания подобных тем,
были вынуждены начать официальное расследование с привлечением ведущих ученых Академии наук и военных специалистов. Несмотря на десятилетия исследований, единого мнения о природе объекта так и не сложилось. Основная официальная версия связывает «Медузу» с запуском ракеты-носителя с космодрома Плесецк, чьи выхлопные газы в верхних слоях атмосферы могли создать подобный оптический эффект. Однако многие уфологи и свидетели до сих пор уверены, что уникальная форма объекта и его маневры и последствия не вписываются в рамки земных технологий, оставляя Петрозаводское происшествие одной из главных загадок XX века. 8. Странная дружба волчицы и медведя, которую никто не может объяснить. Фотограф Ласси Раутиайнен стал первым человеком, которому удалось задокументировать столь аномальный союз. В течение 10 суток он наблюдал, как волчица и медведь ведут себя словно старые друзья. Ласси запечатлел моменты, которые ставят в тупик экспертов по поведению животных. Медведь не только позволял волчице находиться рядом во время еды, но и охотно делился с ней лучшими кусками добычи. В мире, где за кусок мяса обычно идет борьба не на жизнь, а на смерть, такое бескорыстное соседство выглядит как настоящий сбой в матрице дикой природы. Ученые ломают голову над тем, что могло заставить этих конкурентов объединиться. Обычно медведи – это убежденные одиночки, а волки – социальные охотники, которые вне стаи чувствуют себя крайне уязвимыми. Главная теория биологов сегодня – фактор взаимного выживания. Скорее всего, оба зверя остались одни в слишком юном возрасте. Без поддержки сородичей они интуитивно поняли, что их навыки идеально дополняют друг друга. 9. Инженеры каменного века. Загадка швейцарского ножа неандертальцев. Долгое время учебники рисовали неандертальцев как примитивных существ, способных лишь на грубую обработку камня. Однако находка 2025 года нанесла сокрушительный удар по этой логике. Археологи обнаружили в пещере Складина, Бельгия, уникальное многофункциональное орудие возрастом в 130 тысяч лет, которое ученые окрестили доисторическим швейцарским ножом. Этот артефакт объединяет в себе сразу несколько рабочих поверхностей: острое лезвие для разделки, зубчатый край для распила и специальный выступ для обработки шкур. Но самое поразительное – это эргономика. Инструмент идеально ложится в руку, учитывая анатомические особенности захвата, что свидетельствует о невероятно высоком уровне инженерного мышления. Главная загадка кроется в технологии производства этого гаджета. Анализ микрочастиц на находке подтвердил использование березового дегтя, первого в истории человечества синтетического клея. Чтобы получить его, требовалась кухонная химия поразительной точности. Сухая перегонка коры в герметичных условиях при строго определенной температуре. Ошибка в несколько градусов превратила бы ценный клей в бесполезную сажу. Этот артефакт ставит науку в тупик еще и своим возрастом. Он выглядит как изделие эпохи кроманьонцев, но найден в слоях, относящихся к периоду, когда человек разумный еще даже не ступил на территорию Европы. Логика истории здесь явно нарушена. Либо мы имеем дело с аномально быстрым скачком интеллекта, либо неандертальцы были не тупиковой ветвью, а мастерами, чьи технологии и изделия просто не дожили до наших времен. 10. Загадка лишнего льда – аномалия, которую изучали советские ученые. В середине 20 века советские глициологи и биологи обратили внимание на странный дисбаланс в устройстве нашей планеты. Речь идет о полярных шапках, где накоплено неестественно огромное количество воды в виде льда и снега. С точки зрения рационального распределения ресурсов это выглядит как природная ошибка. Около 70% всей пресной воды Земли заперто на полюсах, в то время как огромные материковые территории остаются засушливыми. Если этот ледяной запас одновременно перейдет в жидкое состояние, уровень Мирового океана поднимется на 60-70 метров, что радикально изменит облик Земли.
Такая концентрация массы на полюсах создает колоссальную нагрузку на земную кору. Исследователи выдвинули теорию, что Земля в этом плане напоминает неуравновешенный гироскоп. Накапливаясь неравномерно, лед смещает центр тяжести планеты. Согласно одной из гипотез, при достижении критической массы льда может произойти эффект кувырка или резкого сдвига земной оси. Именно этим ученые пытались объяснить находки мамонтов в Сибири. Животные были заморожены мгновенно, сохранив в желудках непереваренную летнюю траву, что указывает на катастрофически быструю смену климата. Вопрос о происхождении этого избыточного льда до сих пор остается открытым. Некоторые ученые даже допускали экзотические сценарии, вплоть до космического происхождения части воды, принесенной метеоритами и осевшей на полюсах, как на магнитных ловушках. Сегодня эта странность перестает быть просто теорией. Зафиксировано, что таяние и перераспределение полярных масс уже влияет на скорость вращения Земли. Мы привыкли считать ледники чем-то вечным. Но, судя по всему, они являются главным механизмом, удерживающим хрупкое равновесие нашей планеты. 11. Солнце восходило на западе. Свидетельство Геродота и записей египетских жрецов о космической катастрофе в своих историях, основанных на путешествиях и расспросах. Древнегреческий мыслитель Геродот приводит одно из самых загадочных утверждений древности. Со слов египетских жрецов он записал, что солнце 4 раза меняло место своего восхода, дважды восходило там, где ныне заходит, и дважды заходило там, где ныне восходит. Это не поэтическая метафора, а прямой пересказ знания, хранимого в храмах древнейшей цивилизации. Данное свидетельство, столетиями считавшееся аллегорией, сегодня получает неожиданный резонанс в контексте современных научных гипотез о глобальных катаклизмах, способных изменить лик планеты. Сам Геродот подходил к своему труду как первый системный исследователь, стремясь отделить увиденное от услышанного. Его метод делает сообщение египетских жрецов особенно весомым. Это не миф, пересказанный грекам, а устная традиция, которой обучали служители культа в стране, где астрономические наблюдения были основой календаря, архитектуры и религии. Египтяне фиксировали циклы небесных светил с беспрецедентной для древнего мира точностью, а их концепция времени была цикличной, включающей эпохи великих разрушений. Платон в Тимее, ссылаясь на еще более древние источники, также писал о периодических катастрофах, уничтожавших человечество огнем и водой, после которых сохранялись лишь неграмотные и неученые, утрачивавшие память о прошлом. Возможно, жрецы Египта были хранителями фрагментов знаний исчезнувших эпох. С позиции современного естествознания прямое изменение направления вращения Земли практически невозможно без полного уничтожения планеты. Однако существуют теоретические модели, которые могли бы объяснить наблюдение восхода Солнца на Западе как видимый эффект, не требуя остановки планеты. Одна из наиболее обсуждаемых в научной среде гипотез – это теория смещения земной коры, которую развивал профессор Чарльз Хепгуд при поддержке Альберта Эйнштейна. Согласно этой концепции, внешняя литосфера Земли может время от времени смещаться как единое целое относительно внутренней мантии, подобно кожуре апельсина. Такой сдвиг мог бы привести к тому, что географические полюса и, следовательно, климатические зоны переместились бы, создав у выживших наблюдателей полную иллюзию, что небо сдвинулось и Солнце движется по иной траектории. Это не отменяет вращение Земли, но кардинально меняет точку отсчета для наблюдателя на поверхности. Другая возможная причина – резкое изменение наклона земной оси. Ось планеты не фиксирована и испытывает колебания, но крупный и быстрый сдвиг, вызванный, например, гравитационным воздействием проходящего массивного небесного тела или колоссальным ударом астероида, теоретически мог бы привести к аналогичному зрительному эффекту. Геологические летописи действительно хранят следы событий катастрофического масштаба: падение крупных астероидов, супервулканические извержения, мгновенные инверсии магнитного поля Земли.
Каждая из них способна вызвать каскад последствий, которые в памяти выживших могли запечатлеться как переворот небес. Таким образом, сообщение Геродота оказывается на пересечении истории, геологии и астрономии. Оно не может быть принято буквально как описание реверса вращения планеты, но и не может быть безоговорочно отвергнуто как вымысел. Это свидетельство, записанное со слов компетентных наблюдателей древности, вполне может быть искаженным описанием реального и ужасающего катаклизма, резкого смещения земной коры или оси, которое привело к мгновенному изменению положения звезд и Солнца на небосводе, климатической катастрофе и гибели цивилизаций. Подобные события, если они происходили, должны были оставить четкие следы в геологических слоях, ледяных кернах и палеомагнитных записях. Поиск этих следов и их датировка в контексте истории человечества, возможно, единственный путь к разгадке одной из самых странных тайн, дошедшей до нас из глубины тысячелетий. 12. Ученые подтвердили, еще 5000 лет назад древние египтяне владели технологиями машинного сверления. Десятилетиями в запасниках Кембриджского музея пылился предмет, который официальная наука привыкла называть простым медным шилом. Найденный в захоронении знатного мужчины 4-го тысячелетия до нашей эры, этот невзрачный инструмент не привлекал внимания, пока современные исследователи не взглянули на него под мощным увеличением. То, что они увидели, наносит сокрушительный удар по учебникам истории. Микроскопические борозды, специфический износ и характерная кривизна наконечника неопровержимо доказывают, это не шило. Перед нами высокотехнологичное сверло, предназначенное для работы на высоких оборотах. Анализ износа показал, что инструмент подвергался мощному осевому вращению, которое невозможно воспроизвести вручную без потери точности и стабильности канала. Это прямое свидетельство существования в Древнем Египте стационарных механизированных установок, прообразов станков. За тысячи лет до того, как по официальной версии появились первые сложные инженерные решения, мастера додинастического периода обладали технологиями, позволявшими центрировать инструмент и подавать его с постоянным усилием, создавая артефакты, которые мы до сих пор считали результатом примитивного ручного труда. Самое поразительное скрывается в химическом составе инструмента. Рентгенофлуоресцентный анализ выявил сложный легированный сплав меди с мышьяком, никелем, свинцом и серебром. Такое сочетание элементов превращало обычный металл в высокопрочную техническую бронзу, которая по своим прочностным характеристикам не уступала более поздним железным орудиям и обладала невероятной износостойкостью. Наличие серебра и специфических примесей указывает на то, что древние инженеры владели секретами металлургии, которые могли быть получены лишь из развитых технологических центров Восточного Средиземноморья или, как полагают многие исследователи, унаследованы от еще более древней, высокоразвитой цивилизации. 13. Георадар выявил каюты внутри Ноева ковчега. Недавние исследования с использованием георадара в Турции привлекли внимание к удивительному открытию, связанному с Ноевым ковчегом. Ученые просканировали странное геологическое образование, известное как Араратская аномалия или формация Дурупернар, расположенная в Араратских горах, где, согласно библейской легенде, Ной якобы причалил после Великого потопа. Это место давно привлекает интерес археологов и историков, так как оно связано с одним из самых известных мифов человечества. Хотя исследования в этом районе проводятся уже не первый год, именно последние георадарные исследования позволили выявить аномалии, которые раньше оставались скрытыми. Георадар зафиксировал четкие сигналы, указывающие на наличие искусственных объектов, которые напоминают палубы и каюты. Однако, несмотря на многообещающие результаты, ученые подчеркивают, что для того, чтобы сделать окончательные выводы, потребуется провести дополнительные исследования и анализы. А как считаете вы? Может этот объект быть действительно Ноевым ковчегом? Пишите ваши мысли в комментариях. 14.
Врата Эрлика – загадочный мегалит Алтая на вершине Семинского перевала между 580 и 581 километром Чуйского тракта находится дверь, за которой, по легендам, находится загробный мир. Кто и когда построил этот мегалит, неизвестно. Местные называют его врата Эрлика, владыки загробного мира тюркской и монгольской мифологии, и вокруг него собралось много легенд. Одна из них гласит, что таких врат по всей земле тысячи, и когда ночь опускается на города, Эрлик-хан выходит из загробного мира, чтобы забрать людские души и утащить их с собой. Врата и правда выглядят слегка устрашающе, ведь никто не знает, откуда появилась эта дверь, но не похоже, чтобы это было чудом природы. Ровно вырубленный проход в скале вряд ли мог появиться вследствие каких-то природных катаклизмов. Некоторые говорят, что если пройтись зажигалкой по створкам двери, то в некоторых местах пламя затягивает внутрь. 15. Откуда Гольфстрим на древнейшей карте 1539 года, до сих пор первой из карт, на которой показано какое-либо течение, считалось составленное в середине XVIII века Бенджамином Франклином. Предшествовавшие ей средневековые изображения можно считать скорее картинами, чем достоверными планами. Однако в 2004 году американский специалист по физической океанографии Росби, Университет штата Род-Айленд, случайно натолкнулся на книгу, в которой воспроизведен рисунок XVI века, изображающий северную акваторию Атлантического океана. Автором чертежа был назван шведский священник, которого, согласно принятому тогда обычаю по латыни, именовали Олаусом Магнусом, то есть Олафом Большим или Великим. Этот любознательный пастор за грехи был сослан в Исландию, где на досуге занялся описанием природы. В 1539 году была опубликована созданная им карта Марина, на которой показаны воды, омывающие ледяной остров, а также, разумеется, игрушечные кораблики, мифические драконы, змеи и другие обычные в тогдашней картографии украшения. Но, как с изумлением заметил Росби, отмеченные там же со всей тщательностью течения вполне отвечают реальности. Наложив на этот древний документ космические фотоснимки, ученый убедился, что петли и воронки северных ветвей Гольфстрима, снятые из космоса в последние годы, достаточно точно совпадают с нанесенными рукою Олафа Магнуса. Даже местоположение и размеры этих завихрений, воронок, диаметры которых иной раз составляют около 100 километров, даны им сравнительно верно. На карту, хотя и в несколько наивной манере, нанесен, например, так называемый Исландско-Фарерский фронт, область, где теплые воды субтропиков, принесенных Гольфстримом, сталкиваются с холодными полярными. Откуда Олаф Магнус почерпнул эти сведения, остается загадкой. 16. Магнитные аномалии в Пума-Пунку, в высокогорном регионе боливийского альтиплана, к югу от озера Титикака и древнего комплекса Тиауанака, расположены руины Пума-Пунку, одного из самых удивительных древних каменных сооружений на планете, построенное, по мнению археологов, в бронзовом веке, примерно 2000 лет назад. Оно поражает своей точностью и технологиями, использованными при его строительстве. Строители с невероятной точностью вырезали и обрабатывали гранитные камни, перевозили глыбы весом более 50 тонн и устанавливали их на место, как пазлы, так что между ними не пролезал лист бумаги. Но как они это сделали? Этот вопрос остается без ответа, и современные археологи не могут объяснить, каким образом древние люди достигли такой точности и технологического уровня. Но это не единственная загадка Пума-Пунку. В этом месте также обнаружена небольшая магнитная аномалия, которая делает его еще более странным. Исследователь и писатель Брайан Фёрстер заметил эту особенность и увидел, как некоторые камни в этом месте демонстрируют магнитные аномалии. Некоторые исследователи не исключают того, что обнаруженная магнитная аномалия может быть следствием применения неизвестных науке древних технологий. 17.
Астрофизики нашли доказательства существования неуловимой планеты X. Астрономы сообщили о новых данных, которые могут стать важным шагом к подтверждению существования девятой планеты в Солнечной системе. Эти данные, полученные в ходе анализа орбит объектов за пределами Нептуна, предоставляют сильнейшее косвенное доказательство того, что в нашей системе может находиться еще один гигантский мир. Наблюдения показали, что объекты, расположенные в поясе Койпера, движутся так, как если бы их орбитальные траектории искривлялись под воздействием мощного, пока еще невидимого объекта. Исследователи предполагают, что это воздействие может быть связано с существованием девятой планеты, гипотетического мира которой, если он существует, обладает такой массой, чтобы существенно влиять на другие небесные тела в Солнечной системе. Одним из ключевых инструментов для дальнейших наблюдений является обсерватория Веры Рубин, которая уже начала свою работу в 2024 году. Это оборудование позволяет астрономам более точно отслеживать аномалии в орбитах объектов на краю нашей Солнечной системы. С его помощью ученые надеются уточнить местоположение возможной девятой планеты. 18. Санкт-Петербург не был построен на сплошных болотах, город был построен поверх другого города. Санкт-Петербург ассоциируется с историей, полной мифов и легенд. Одним из самых известных заблуждений является утверждение, что Петр I построил город на пустых болотах, где раньше не было ничего. Это заблуждение упрощает историю, в то время как сам город уже существовал на этом месте задолго до его появления в виде северной столицы. Точное место его основания – территория, где в XVII веке располагалась крепость Ниншанс. Этот забытый город, основанный в 1611 году, был важным военным и торговым пунктом еще более чем за 100 лет до того, как на этом месте был основан Петербург. Ниншанс был стратегически важным объектом на Охтинском мысе. Шведы, укрепившие свои позиции в эти годы, не только контролировали Неву, но и фактически преградили путь к Балтийскому морю, что оказало огромное влияние на развитие региона. В это время уже возникла крепость, защищавшая шведский город Нейнштадт, который стал административным и торговым центром. Этот город на реке Охте был хорошо развит и насчитывал более 2000 жителей к середине XVII века, что было значительным для того времени. Город обладал всеми признаками развитой урбанистической структуры, здесь было около 400 податных дворов, несколько храмов, а также здания из камня и кирпича, что было редкостью для тех лет. Города с таким количеством жителей и инфраструктурой встречались не так часто, и в этом смысле Нейнштадт был уникальным явлением на фоне того времени. Переход от этого поселения к Санкт-Петербургу произошел в начале XVIII века, когда Петр I решил перенести столицы и сосредоточить власть в новом, более стратегически выгодном месте. После 1703 года Нейнштадт перестал существовать как важный город, и его место занял Петербург, который вскоре стал крупнейшим центром России. Впрочем, некоторые элементы старого города, такие как археологические памятники и артефакты, по-прежнему напоминают нам о его существовании. Сегодняшние археологические раскопки на территории бывшего города, Красногвардейской площади, помогают восстановить картину той эпохи. Работы ведутся постоянно, и ученые находят все новые следы жизни в этом забытом шведском городе. Например, среди последних находок археологи обнаружили артефакты, относящиеся к временам как шведского, так и более раннего славянского заселения. Это не только подтверждает высокую степень застройки и культурного обмена, но и опровергает мифы о том, что этот уголок земли был абсолютно пустым до появления Санкт-Петербурга. Интересно, что сами археологические находки, такие как фрагменты древних кирпичных зданий, инструменты и даже остатки посуды, принадлежат не только шведскому, но и более раннему восточнославянскому населению. Эта связь с более древними культурами дает еще одну подтверждающую возможность пересмотра представлений о древнейшем Петербурге,
который на самом деле был частью более сложной и многослойной истории региона. 19. Рукотворная дорога в Тихом океане. В 2023 году группа исследователей с помощью глубоководного аппарата изучала цепочку вулканов на дне Тихого океана. Однако интерес ученых привлек совершенно другой объект. На глубине более 1 километра в кромешной тьме камеры исследовательского зонда сняли потрясающие кадры, на которых видна дорога из камней, похожих на чуть ли не современный кирпич. Она тянулась на несколько сотен метров, после чего скрывалась в донных отложениях. Многие газеты растиражировали новость о находке, и это стало достоянием общественности. Сразу активизировались атлантологи, которые дали открытию броское название «Дорога Атлантиды» и посоветовали искать руины древнейшего государства вблизи данной дороги. Несмотря на попытки исследователей обнаружить какие-либо еще следы древней цивилизации, сделать этого не удалось. Изначальная гипотеза ученых о естественной природе загадочной кирпичной дороги потерпела неудачу. Дело в том, что исследователи посчитали, будто форму кирпичей имеют базальтовые столбы, которые часто принимают причудливую форму. Когда аппарат совершил некоторые манипуляции, то выяснилось, что это никакие не столбы, уходящие на метры в дно океана, а самые обычные кирпичи. Но кто и, самое главное, когда мог возводить что-то в этом районе? Сколько тысяч или миллионов лет назад район ушел под воду? Сегодня исследователи альтернативной истории крайне активно высказывают гипотезы, что раньше существовало множество других континентов – Лемурия, Му, Пацифида, Атлантида. Согласно одной из версий, первая цивилизация и вовсе могла зародиться во времена динозавров. Так что ничего удивительного нет в обнаружении рукотворных артефактов на дне океана. 20. Загадка каменного лика в Перу. Что это? Окаменевший лик древнего гиганта, произведение искусства наших предков или причудливая игра природы? Эти вопросы по-прежнему задают себе исследователи, обнаружившие в джунглях Перу уникальное скальное образование. В 2014 году археологи из Южной Америки наконец-то отыскали древний легендарный памятник. Массив с 10-метровым каменным лицом находится в одной из самых труднодоступных частей света – юго-восточных джунглях Амазонии. Добраться туда возможно только пешком. Причем идти придется очень долго, пространство колоссальное. Все это делает находку вдвойне уникальной. Опираясь на старые легенды и предания, исследователи составили маршрут так, чтобы охватить как можно большую часть территории. Это принесло свои плоды. Изваяние древнего бога наконец найдено. Вот только вопросов стало еще больше. Дело в том, что исследования по причине крайней удаленности района сильно затруднены, и поэтому спустя 11 лет о находке известно почти столько же, как и в первый день. Ученые по-прежнему спорят о том, что именно предстало перед ними. Некоторые утверждают, что это лишь затейливая игра природы, но большинство склоняется к версии, что огромное изваяние в скале вырезали далекие предки племени харакбутов. В этом уверены и все племенные старейшины. Более того, и ученые, и местные жители уверены, что существует еще как минимум 2 подобных изваяния. Вот только путь к ним пока остается тайной. Но что заставило наших предков изготавливать подобные изваяния? Встреча с какими существами так на них повлияла, что они решили увековечить ее в камне? Есть еще одна, совсем фантастическая, версия появления гигантских каменных изваяний. Что если это не природное образование и не творение человеческих рук? Что если каменный лик Ростра не что иное, как окаменевшие останки древнейшего существа? Что если в незапамятные времена на планете на самом деле существовала раса гигантов, и перуанская находка это подтверждает? 21. Новая загадка Ангкор-Ват. Рядом со знаменитым камбоджийским храмовым комплексом Ангкор-Ват. С помощью лидара-региорадара у южной стены храма была найдена непонятная спиралевидная структура.
размером 1500 на 600 метров. Ее назначение и функции неясны, ничего подобного ранее ученые не видели и даже не могли себе представить. Также были обнаружены руины башен. Исследователи предполагают, что это могут быть фрагменты более раннего и древнего культового сооружения. 22. Неразгаданная тайна аютского топорика. В 1974 году, недалеко от румынского города Ают, рабочие, добывая песок из карьера, обнаружили невиданные им ранее предметы. Решив, что это может оказаться чем-то достаточно интересным, они отдали их на изучение местному исследователю, который определил в них части костей, а одну находку посчитал похожей на топор. На этом его знания закончились, и он отправил объекты дальше, в археологический музей города Клуж-Напока, в котором определили, что найденные кости – это части конечностей и коренных зубов мастодонта, предка современных слонов. Эти могучие животные обитали на нашей планете 20 миллионов лет назад. Третий предмет действительно оказался похожим на топор, но не каменный, а металлический. Длина чуть больше 20 сантиметров, два отверстия разного диаметра под прямым углом друг к другу. Деформация большего из них свидетельствует о том, что в этом отверстии крепился некий стержень. Верхние и боковые поверхности покрыты следами тяжелых ударов. Предполагаемый топорик явно не годился для использования в качестве примитивного орудия труда. Может быть, объект являлся частью какой-то специализированной машины? Но какой металлический агрегат мог быть современником мастодонтов? Спектральный анализ показал, что древняя деталь сделана из сложного металлического сплава 12 элементов и содержит 89% алюминия. Этот металл встречается в природе только в форме соединений. Выделить его возможно при температуре не ниже 950 градусов Цельсия. Кроме того, алюминий был открыт лишь в 1825 году. Никто из специалистов, археологов, палеонтологов, механиков не смог опознать или установить сходство аютского объекта с современными машинами и деталями. Авиационные инженеры высказали гипотезу, что топорик похож на посадочную опору малогабаритного летательного аппарата, который мог бы совершить мягкую посадку на поверхности Земли. Доказательства: форма, два отверстия, точки крепления для опор, следы царапин снизу и по краям, и сам материал. Легкий алюминий, который в наши дни используют в авиации и космических технологиях. Неужели случайная находка в песчаном карьере на территории Румынии – фрагмент инопланетного корабля? За прошедшие годы ученые не узнали об этой вещи ничего нового. Точно определить возраст металлического изделия не удалось. Абсолютно неизвестно, кто выплавил алюминий в доисторические времена и сделал из него этот предмет. Совершенно непонятно, для чего он служил. Найдут ли ученые когда-либо разумное объяснение? Возможно, происхождение аютского объекта навсегда останется тайной. 23. Загадка 8000-летней так называемой карты со спутника из Чаталхююка. До середины 20 века Чаталхююк в Турции представлял собой просто холм, на котором местные жители пасли овец. Но в конце 1950-х годов на этот холм наткнулись британские археологи и поняли, что можно раскопать что-то интересное. Вскоре они обнаружили глиняные руины множества маленьких помещений, которые так тесно стояли друг к другу, что заходить и выходить в дома можно было лишь через отверстия в крыше. И это была лишь первая загадка Чаталхююка. Это было очень крупное поселение, уникальное для того времени, 6000-е годы до нашей эры. Считается, что там проживало до 10 тысяч человек. Причем это были не просто охотники и земледельцы, археологи обнаружили целые горы шлаков, как будто бы там была развитая металлургическая отрасль. Была версия о том, что тут плавили медь, что было бы самым древним фактом металлургии меди в истории. Но анализ найденных там же изделий из меди показал, что эти изделия никак не связаны с обнаруженным шлаком. Что же там тогда плавили? Еще одна загадка. Причем до сих пор нерешенная.
Также в поселении было найдено множество настенных фресок с изображениями быков, леопардов или танцующих человечков. Но самая любопытная фреска изображает нечто, похожее на вид на Читалхююк с большой высоты. Как будто со спутника. Археологи считают, что этой фреске чуть более 8000 лет, и когда археолог Джеймс Маллард откопал ее в начале 1960-х, то сразу же заявил, что это самая древняя карта в мире. Он говорил, что на ней можно явственно рассмотреть все поселение как будто с высоты птичьего полета, в том числе давно потухший стратовулкан Хасандак, гора Хасан, с 2 вершинами, который находится в 140 километрах от Читан-Хююка. С тех пор споры об этой карте не прекращаются. Более скептично настроенные историки предполагают, что на самом деле это просто абстрактные прямоугольные узоры, или что древний художник хотел изобразить на стене пятна шкуры леопарда. Но почему тогда эти пятна и узоры удивительно точно копируют схему домов поселения? На это у скептиков ответов нет. Есть также предположение, что кто-то мог увидеть город с крыши самого высокого строения или холма, или, может, даже разглядел что-то, поднимаясь на стратовулкан. Однако тогда карта выглядела бы иначе, совсем под другим углом зрения и с искаженными пропорциями. Но и художник не нарисовал бы на карте стратовулкан, если бы стоял на нем в момент наблюдения. Существует версия, что карта могла быть не сколько чем-то функциональным, сколько религиозным предметом. Что, может быть, даже это была копия с настоящей карты, созданной кем-то другим, у кого была реальная возможность подниматься высоко в небо. А что думаете вы? 24. Осирион – загадка древнего сооружения. Осирион обнаружили в начале прошлого века при раскопках в Абидосе возле знаменитого храма Сети I. Еще тогда археологов удивило, что некое сооружение расположено на глубине от 7 до 18 метров ниже храма Сети I. Участники раскопок сделали предположение о невероятной древности мегалитического объекта. Некоторые из них считали его самым древним сооружением, которое обнаружили археологи к тому времени. К таким людям относятся Флиндерс Питри, один из 2 археологов, обнаруживших Осирион, и Эдуар Навиль, археолог, который участвовал в раскопках сооружения в 1914 году. Осирион представляет собой некий комплекс, созданный из мегалитических гранитных блоков с хорошей обработкой. Предназначение неизвестно. В 1920-е годы Осирион официально признали строением фараона Сети I. Однако даже в наше время не все ученые согласны с этой версией. Все дело в том, что сооружение приписали к фараону по найденным на стенкам надписях. Вот только никто почему-то не говорит, что Сети I мог расписать стены найденного им сооружения древних строителей. Как вы думаете, почему ученые не захотели признать его самым древним сооружением Египта? Все очень просто. Потому что тогда разрушилась бы вся концепция истории, которую они так старательно и долго строили. Это связано с банальной логикой. Строители Осириона были хорошо развиты и обладали технологиями, способными не только обрабатывать гранит с высокой точностью, но еще и перемещать и подгонять его. Вы представьте, как они это делали в таких масштабах и чем, если на блоках даже не осталось следов от применяемых инструментов. По официальным версиям истории, у самых древних людей даже близко не могло быть таких возможностей. Поэтому Осирион и не признали самым древним сооружением в Египте. Хотя по факту он может им оказаться. Под большим вопросом для всех остается и месторасположение комплекса. Почему он находится на глубине от 7 до 18 метров ниже храма Сети I? Неужели у фараона были специфичные вкусы? Возникает ощущение, будто он был построен настолько давно, что за долгие тысячи лет его засыпали пески. Это звучит правдоподобнее, как считаете? Если сложить все факты и хорошо их обдумать, то можно прийти к версии реального существования развитой цивилизации, которая была до нас. На эту версию наводят и сохранившиеся древние мифы и легенды. 25.
Самая сильная магнитная буря за историю наблюдений. 8 августа 1859 года ученые заметили многочисленные вспышки и пятна на Солнце. Ближе к полудню 1 сентября британский астроном Ричард Кэррингтон наблюдал самую мощную вспышку. В результате нее произошел корональный выброс массы, извержение вещества из звездной короны. Этот импульс устремился к Земле и достиг цели всего за 18 часов. Обычно на это уходит несколько дней, но ученые считают, что путь к планете для солнечного ветра расчистили предыдущие активности звезды. То, что случилось дальше в англоязычной научной литературе, называют событием Кэррингтона или солнечным суперштормом 1 и 2 сентября 1859 года. На Земле была зафиксирована самая крупная магнитная буря за всю историю наблюдений. Если бы это событие случилось сегодня, оно могло бы вызвать массовые перебои в электроснабжении вплоть до длительных отключений. Однако тогда все ограничилось отказом телеграфных систем по всей Европе и Северной Америке. Телеграфные опоры не выдерживали напряжения и выдавали снопы искр, а некоторых операторов даже ударило током. Интересно, что часть сотрудников телеграфа смогли продолжить свою работу даже после отключения источников питания. Энергии от солнечной вспышки хватало, чтобы отправлять сообщения. В начале осени того года люди по всему миру могли наблюдать полярные сияния. Небо было окрашено в причудливые оттенки даже над Карибами. Например, небесное свечение в скалистых горах было настолько мощным, что золотоискатели проснулись, думая, что уже наступило утро, и принялись готовить завтрак. Суеверные люди того времени были уверены, что это событие – начало конца света. Однако уже к 3 сентября северные сияния прекратились, и все вокруг постепенно вернулось в привычное русло. Ученые того времени проанализировали случившееся и присвоили солнечному супершторму крайне высокий индекс геомагнитной активности. Согласно их оценке, события подобного масштаба случаются на планете не чаще 1 раза в 500 лет. Это подтверждает изучение ледяных кернов, столбиков, которые извлекают изо льда во время бурения. Керны могут многое рассказать о климатических событиях прошлых лет, как годичные кольца о жизни дерева. Несмотря на то, что нитраты в нужных слоях керна указывали на запредельную солнечную активность в 1859 году, современные ученые ставят этот вывод под сомнение. По их мнению, состав нитратов мог быть вызван лесными пожарами, а изначальная высокая оценка геомагнитной активности должна быть снижена. Но даже если эксперты прошлого ошиблись в цифрах, солнечный супершторм все равно остается мощнейшей магнитной бурей за всю историю наблюдений, которая заметно изменила привычную жизнь. 26. Самые загадочные места в Египте – Абу-Гараб. Абу-Гараб – еще одно из самых таинственных мест Египта, которое часто называют солнечным храмом, хотя оно меньше всего похоже на место для молитв. Добраться сюда – настоящий квест, дорог практически нет, а близость военных объектов делает любую прогулку рискованной. То, что эта территория находится под постоянным наблюдением армии, добавляет интриги. Кажется, это место специально прятали от лишних глаз, чтобы скрыть уникальные артефакты, не вписывающиеся в обычную историю. Главный шок для любого посетителя – это огромные чаши из монолитного алебастра, разбросанные по территории. Они выглядят не как ритуальные сосуды, а как высокотехнологичные узлы какого-то огромного завода. Идеальная форма и следы кругового сверления на твердых камнях заставляют задуматься. А не были ли эти чаши частью системы по передаче энергии? Поверхности обработаны с такой точностью, какая достижима только на современных станках, что полностью исключает использование простых медных инструментов. Единственное свидетельство былого величия этого места – это руины, которые медленно поглощает пустыня под присмотром часовых. Фотографии редких счастливчиков, которым удалось подойти к мегалитам вплотную, показывают следы оплавления камня и разрезы.
сделанные словно лазером. Мир вынужден довольствоваться случайными кадрами и обрывками информации, пока основные сектора плато остаются закрытыми для серьезных научных исследований и современных приборов. 27. Самые загадочные места в Египте. Завиет-эль-Ариан. Завиет-эль-Ариан – это, пожалуй, самое таинственное место в Египте, которое исследователи прозвали «запретной зоной номер 1». Объект находится прямо посреди действующей военной базы, и пробраться туда обычному человеку невозможно. Главная тайна здесь – не разрушенная пирамида, а колоссальная Т-образная траншея, вырубленная в скале. На территории объекта десятилетиями находятся военные, сохраняя атмосферу полной секретности. Интрига нарастает, когда узнаешь, что лежит на дне этой траншеи. Там находятся блоки из черного и розового гранита, отполированные до зеркального блеска и весящие по 40-50 тонн. Но самое странное – это овальный саркофаг, который нашли там в начале 20 века. Он был не просто поставлен на пол, а буквально вплавлен в гранитное основание, и его крышка была идеально притерта. Когда его открыли, он оказался абсолютно пустым, без следов мумии, но зато со странным налетом на стенках, что наводит на мысли о техническом, а не ритуальном назначении этой камеры. Единственные детальные фотографии этого места были сделаны в период с 1904 по 1912 год итальянским археологом Алессандро Барсанти. На этих старых черно-белых снимках еще можно увидеть чистую гранитную кладку и тот самый пустой саркофаг до того, как объект был окончательно закрыт для гражданских лиц. С тех пор, как в середине 20 века здесь обосновались военные, качественных новых снимков дна шахты не существует, и мир вынужден изучать этот загадочный объект по кадрам столетней давности, которые выглядят как репортаж с другой планеты. Сегодня это место окутано мрачными слухами, а доступ к нему надежно заблокирован колючей проволокой и часовыми. Говорят, что военные используют уникальную древнюю шахту как свалку или технический резервуар, намеренно заваливая ее строительным мусором и заливая водой. Это делает практически невозможным изучение дна и скрывает истинное состояние мегалитов от спутников и любопытных глаз. Пока Завиет-эль-Ариан остается под контролем армии, нам остается лишь гадать, является ли он древним долгостроем или величайшим технологическим артефактом прошлого, чья история была намеренно стерта и спрятана от наших глаз. В данный момент шахта полностью засыпана, ее даже не заметить в Google Maps. 28. Самые загадочные места в Египте. Пирамида в Абу-Раваш. Абу-Раваш – это одно из самых таинственных мест Египта, расположенное на крутом скалистом плато к северу от Гизы. Официально здесь находятся руины пирамиды Джедефра, сына Хеопса, однако сам ландшафт намекает на нечто большее. Долгое время считалось, что она не была достроена, но современные данные говорят об обратном. Памятник был завершен и по величию не уступал великим соседям. На вершине холма долгое время находилась закрытая военная база, и место оставалось засекреченным. Главная загадка кроется в состоянии руин. Пирамида выглядит так, будто ее методично и целенаправленно демонтировали. Но если присмотреться к основанию и гигантской траншеи, уходящей вглубь скалы, возникает пугающий диссонанс. Качество обработки гранитных блоков и сам масштаб выемки породы заставляют некоторых исследователей предполагать, что Джедефра не строил этот объект, а лишь пытался восстановить или использовать невероятно древнее сооружение, стоявшее здесь за тысячи лет до него. Остатки уникальной облицовки из красного гранита выглядят не как декор, а как часть технического устройства, чье истинное назначение было стерто вместе с историей тех, кто владел этими технологиями в глубокой древности. 29. Исследователь требует провести бурение для изучения структур под пирамидами. В научно-исследовательских кругах, занимающихся изучением древних цивилизаций, разгорелась новая дискуссия вокруг плато Гиза.
Ее инициатором стал британский исследователь Грэм Хэнкок, публично бросивший вызов известному египтологу Захи Хавассу. Суть спора сводится к методологии подтверждения или опровержения данных, указывающих на возможное наличие обширных подземных структур под знаменитым комплексом пирамид. Поводом для заявления Хэнкока послужили результаты работы группы итальянских исследователей под руководством специалиста по радиолокационным системам Филиппо Бьонди и химика Коррадо Маланги. Ученые сообщили об анализе данных со спутников последнего поколения, использующих технологию радиолокационного синтезирования апертуры. Согласно их выводам, под пирамидой Хефрена и всем плато Гиза могут находиться искусственные образования, уходящие на глубину более 1 километра. По словам Хэнкока, египетские власти и часть академического сообщества отклонили эти выводы, сославшись на техническую невозможность проникновения радиоволн сквозь скальные породы на такую глубину. Исследователь оспаривает эту точку зрения, утверждая, что итальянская методика основана не на классическом электромагнитном сканировании. Он описывает ее как комплексный анализ, сочетающий данные акустического резонанса, колебаний, вызванных в том числе окружающим движением, и интерференционных паттернов, что в совокупности позволяет составлять карты разности плотности подземных пород и выявлять глубокие полости. Для разрешения возникшего тупика Хэнкок предложил провести прямую физическую проверку. Он выступил с идеей осуществления контролируемого бурения в указанных точках с использованием бура диаметром около 2,5 см. Через полученное отверстие можно было бы опустить микрокамеру на волоконно-оптическом кабеле для визуального обследования предполагаемых пустот. По его мнению, такая процедура является минимально инвазивной и не представляет угрозы для структур пирамид. Для подтверждения достоверности используемой технологии, Хэнкок также предложил провести ее предварительные испытания на уже изученных подземных объектах, таких как город Деренкую в Турции. Если методика успешно идентифицирует известные археологам помещения и туннели, ее можно будет с большим доверием применять для исследования Гизы. Ведь пока предложение о бурении не будет реализовано, вопрос о том, что скрывается под величайшими памятниками Древнего Египта, останется открытым. 30. Махабхарата – сборник мифов или хроника забытой войны. Махабхарата – это гигантский свод из 100 тысяч куплетов, не просто эпос, а настоящая капсула знаний, где в поэтических строках возможно зашифрованы тайны целой исчезнувшей цивилизации. Древние мудрецы утверждали, все, что существует в мире, есть в этом тексте, а того, чего в нем нет, попросту не существует. На первый взгляд это история о великой битве, но за героическими образами и эпическими сражениями проступают странные, пугающие современные детали. В строках эпоса встречаются описания оружия, способного менять погоду, систем наведения, напоминающих современные ракеты, и взрывов по силе, сравнимых с ядерными. Возникает вопрос, это лишь поэтические метафоры или отголоски технологий, намного опередивших свое время? Возможно, перед нами не просто сборник мифов, а зашифрованный технический регламент цивилизации, которая стояла на грани саморазрушения. И тогда Махабхарата превращается в суровое предупреждение, оставленное свидетелями глобальной катастрофы. Автором этого колоссального труда считается мудрец Вьяса. Легенда гласит, что он диктовал текст самому богу Ганеше, а тот записывал без единой паузы, чтобы поток знаний не прервался. Человеческий разум и божественная память слились воедино ради сохранения истории. Ученые спорят о времени создания Махабхараты. По их оценкам, текст складывался между IV веком до нашей эры и IV веком нашей эры. Но астрономические расчеты, скрытые в строках эпоса, указывают на события, произошедшие более 5000 лет назад. Ключевая дата – 3102 год до нашей эры. Именно тогда, согласно преданию, завершилась грандиозная битва на поле Курукшетра. Этот момент считается началом Кали-юги, Железного века, эпохи упадка, в которой живем и мы.
словно кто-то намеренно оставил нам этот маркер, вот точка невозврата. Эпоха богов и невероятных технологий закончилась, и началась новая, более темная глава человечества. Так что же такое Махабхарата? Просто мифы, хроника забытой войны, архив древних знаний или послание, которое мы еще только учимся расшифровывать? Возможно, в ее строках не только память о нашем прошлом, но и предупреждение для нашего будущего. А как считаете вы? Пишите ваши мысли в комментариях. А сейчас я хочу попросить о минуте вашего внимания, касающейся организационных вопросов на нашем канале КИФ. Прошу вас подписаться, а также нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Также прошу вас подписаться на наш телеграм-канал, ссылка на него размещена в шапке главной страницы. Из него вы всегда оперативно узнаете о выходе новых видео, и только там мы регулярно публикуем материалы, которые никогда не будут размещены на YouTube из-за жестких правил площадки. Эти два пункта очень важны для развития канала, и прошу вас прислушаться к моей просьбе. Обращаю ваше внимание, что, как и всегда, в конце видео вас ждет очень интересный бонусный факт для всех досмотревших этот ролик до конца, который вам наверняка неизвестен. В заключении этого видео мы разместим самые интересные, популярные, полезные и остроумные комментарии, которые зрители оставляли к предыдущему нашему ролику, а также список наших спонсоров. Оставляйте свои комментарии, чтобы попасть в следующий ролик. А теперь продолжаем. 31. Виманы – мифическое средство передвижения или древний аэрокосмический флот. В древних текстах Махабхараты описание виман полностью выпадает из контекста примитивных средств передвижения прошлого, представляя собой детальные характеристики высокотехнологичных аэрокосмических аппаратов. Эти объекты описывались не как аллегорические повозки, а как сложные инженерные конструкции, способные развивать гиперзвуковые скорости и совершать маневры, игнорирующие законы инерции. Использование ртутных вихревых двигателей и гироскопических систем стабилизации, упомянутых в сопутствующих технических трактатах, указывает на владение технологиями антигравитации и управления вектором тяги, что позволяло аппаратам мгновенно исчезать из вида или зависать в мертвой точке. Функциональный арсенал Виман идентичен современным системам радиоэлектронной борьбы и стелс-технологиям. В текстах зафиксированы способности аппаратов становиться невидимыми для противника, принимать облик облака для маскировки или генерировать мощные энергетические щиты, отражающие любые атаки. Описания бортового оборудования включают устройства для дистанционного зондирования поверхности и приборы ночного видения, что превращало Виману в автономный разведывательно-ударный комплекс, способный действовать как в плотных слоях атмосферы, так и в условиях глубокого вакуума на околоземной орбите. Масштабируемость этих систем поражает, от индивидуальных маневренных аппаратов до гигантских летающих городов, выполнявших роль материнских кораблей или орбитальных станций. Инструкции для пилотов, содержащие требования к защитной одежде и специфической диете, а также детальные перечни используемых сплавов и диэлектриков, свидетельствуют о существовании строгих инженерных стандартов. Таким образом, виманы предстают не плодом воображения древних поэтов, а задокументированным свидетельством существования технологий, недоступных нам даже сегодня. 32. Сударшана-чакра – мифическое оружие или автономный боевой дрон. В древних текстах Махабхараты описание Сударшана-чакры также выпадает из контекста примитивных войн прошлого, демонстрируя все признаки функционирования автономного боевого оружия. Визуально она описывалась не как полет метательного диска, а как возникновение в пространстве самосветящегося объекта с невероятной скоростью вращения, излучающего невыносимый жар. Этот артефакт обладал способностью мгновенно находить и уничтожать цели в любой точке пространства, независимо от удаленности или попыток скрыться.
С технической точки зрения это напоминает боевой дрон, оснащенный высокоэнергетическим режущим лучом или плазменным контуром. Вместо хаотичного полета Сударшана-чакра демонстрировала безупречную навигацию. Она самостоятельно огибала препятствия и игнорировала посторонние объекты, что прямо указывает на работу продвинутых алгоритмов искусственного интеллекта. Свидетельства указывают на то, что диск обладал собственным разумом и всегда возвращался к владельцу после выполнения задания, что характерно для многоразовых беспилотных систем. Спастись от нее было невозможно, так как физические преграды не были помехой, ее энергетическая кромка проходила сквозь материю. Такое сочетание автономности и разрушительной силы свидетельствует о том, что за архаичными формулировками скрывается технический отчет о работе высокоточного орудия ликвидации, базирующегося на физических принципах, которые лишь сейчас переходят из разряда теоретических разработок в реальные прототипы. 33. Пашупатастра – забытый миф или древнее оружие, разрушающее материю. В древнеиндийском эпосе Махабхарата Пашупатастра изображается не просто как меч или стрела, а как запредельная сила самого Шивы, способная стирать целые миры из реальности. В отличие от Нараянастры, в которой использовался избирательный алгоритм, Пашупатастра была инструментом тотального уничтожения. Последствия ее применения не поддаются обычному воображению. Тексты описывают, как само Солнце словно меркнет перед ее вспышкой, а Земля содрогается от судорог, вызывающих гигантские цунами. Воздух накаляется, превращаясь в жидкое пламя, которое сжигает легкие всего живого в радиусе сотен километров. Те, кто выживает в эпицентре, сталкиваются с генетическим распадом, похожим на мгновенную лучевую болезнь. Сцены из Махабхараты, испарение океанов и превращение огромных армий в невесомый пепел, подозрительно похожи на физические эффекты удара плазмой или аннигиляции материи. Ее способность поражать цели в высших сферах может указывать на технологию перехвата объектов в околоземном пространстве. Строгие протоколы божественной санкции намекают на жесткую систему контроля над технологиями, способными не просто уничтожить врага, но и разорвать саму ткань пространства-времени, превращая цветущие регионы в мертвые радиоактивные пустоши на тысячелетия. За этим грандиозным описанием может скрываться образ автономного комплекса обороны, использующего принципы, которые лишь сегодня начинают осваиваться современной наукой. 34. Иван Качалкин – человек, проспавший 22 года. 3 марта 1896 года обычный мещанин Иван Кузьмич Качалкин отправился спать и не проснулся. Казалось бы, это трагедия обычного человека, но его история обернулась феноменом, который будоражит ученых и по сей день. Иван, так сказать, отключился на 22 года и проснулся уже в Советской России, пережив смену эпох и государств. Современные историки и медики сходятся во мнении, что долгий сон Качалкина не был обычной спячкой. По свидетельствам того времени, мужчина сохранял жизненные функции, но тело оставалось неподвижным, а сознание изолированным от внешнего мира. Первые годы он практически не реагировал на внешние раздражители, а питание получал через желудочный зонд. Одним из первых, кто заинтересовался этим необычным состоянием, стал знаменитый физиолог Иван Петрович Павлов. Он тщательно документировал состояние Качалкина, наблюдая за ним в лаборатории. По некоторым данным, мужчина постепенно начал шевелиться и говорить только в 1918 году, когда ему было около 60 лет. Сегодня ученые предполагают, что Качалкин испытал редчайший психофизиологический феномен, близкий к кататоническому ступору, когда тело как бы замораживает все функции, чтобы пережить экстремальный стресс. Возможно, его организм таким образом защитился от психологического перенапряжения и нестабильности времени, в которое он жил. После пробуждения Качалкин оказался не в состоянии адаптироваться к новой реальности, он больше не покидал клинику Павлова, считая ее единственным безопасным местом.
Его организм, десятилетиями находившийся в состоянии замороженной жизни, не выдержал нагрузки, и вскоре он скончался. Хотя история Качалкина звучит как сказка, упоминания о его состоянии встречаются в научно-популярных источниках XX века. Современные врачи считают, что случаи столь длительной летаргии чрезвычайно редки, и механизм их возникновения до конца не изучен. Современные исследования кататонических состояний показывают, что мозг человека способен на долгие периоды минимальной активности без необратимого ущерба, если поддерживать питание и базовые функции организма, что, возможно, и позволило Ивану Качалкину выжить столь необычным образом. 35. Тьма из глубин. Объект 3i Atlas оказался одним из самых темных тел во Вселенной. 22 января 2026 года произошло событие, превзошедшее самые смелые ожидания астрономов. Межзвездный объект 3i Atlas идеально выстроился в линию Солнце-Земля-объект. Эта уникальная геометрия, как мощнейший прожектор, высветила его истинную природу и открыла данные, балансирующие на грани научной сенсации и сценария космического триллера. 3i Atlas – одно из самых темных тел в обозримой Вселенной. Драгоценные данные, полученные в момент противостояния, шокировали ученых. 3i Atlas оказался не просто темным. Это объект с практически нулевой отражательной способностью. Его альбедо составляет около 0,02. Для сравнения, свежеуложенный асфальт отражает в 5 раз больше света. Это абсолютная чернота, делающая его похожим на космическую пустоту, обретшую форму. Это открытие означает две вещи. Первое – невероятный возраст. Такой уровень черноты свидетельствует о миллиардах лет космического путешествия, в течение которых поверхность объекта покрывалась сверхтемным органическим и углеродистым веществом. Второе. Аномалия. Объект не вписывается ни в один известный класс. НАСА уже заявила, что если это и природное тело, то точно не комета. Он требует принципиально новой классификации. 36. Каменные мегалиты парка Монрепо. В 1,5 часах езды от Санкт-Петербурга, возле приграничного города Выборг, находится парк Монрепо. Единственный скально-пейзажный парк в нашей стране, который протянулся на 4 километра вдоль бухты Защитной. По всей территории этого парка буквально разбросаны остатки древних мегалитических сооружений, неизвестной для официальной версии истории цивилизации. Буквально в 50 метрах от входа в парк можно заметить гигантский мегалит кубической формы, чьи размеры просто поражают. Они составляют примерно 8 на 7,7 метра, а его масса составляет немногим более 1000 тонн. При этом грани этого кубического мегалита ориентированы подобно мексиканским пирамидам на допотопный Северный полюс, который располагался на территории Гренландии, но официальная наука считает их природными образованиями. А как считаете вы? 37. Мы – последнее поколение, которое видит светлячков. Эта мысль звучит как приговор из научно-фантастического фильма, но для экологов это суровая реальность. То, что наши родители считали обыденным чудом летних вечеров, для наших детей и внуков рискует превратиться в красивую легенду, подтвержденную лишь архивными видео. Главная причина их вымирания – световое загрязнение. Уличные фонари и яркая иллюминация, так сказать, ослепляют насекомых. Светлячки используют мерцание как язык общения, чтобы найти пару и размножиться. В условиях постоянного искусственного света они не видят сигналов друг друга, из-за чего их популяции стремительно сокращаются. Помимо света, на них давит урбанизация. Светлячкам необходимы влажные низины и высокая трава, но эти места массово застраиваются или превращаются в стерильные газоны. Ученые считают, что осталось всего 20-30 лет, после этого так называемые живые огни окончательно исчезнут. К сожалению, эта проблема касается не только их.
Вполне возможно, что следующие поколения также не увидят привычных нам божьих коровок, пчел и других насекомых, которые десятилетиями были частью нашего мира, а теперь тихо исчезают из-за химикатов и разрушения экосистем. 38. 10 января 2026 года в Унтерзене, Берн, в возрасте 90 лет не стало Эриха фон Деникена, человека, заставившего миллионы усомниться в официальной истории человечества. Сообщение о кончине Эриха фон Деникена быстро разошлось по сети и вызвало заметный отклик не только среди его сторонников, но и среди тех, кто на протяжении десятилетий критиковал его взгляды. Ему было 90 лет, и для целого направления альтернативной истории эта дата стала символической чертой. Ушел человек, имя которого на многие годы стало синонимом теории палеоконтакта. Версии о том, что в глубокой древности человечество могло столкнуться с представителями внеземных цивилизаций. А следы этого контакта якобы сохранились в мифах, архитектуре и древних артефактах. Фигура Деникена всегда вызывала полярные реакции. Для одних он был смелым исследователем, который не побоялся поставить под сомнение устоявшиеся представления о прошлом. Для других – популяризатором гипотез, не подтвержденных строгими научными методами и часто игнорирующих археологический контекст. Но даже его критики признавали, влияние Деникена на массовое восприятие древней истории было огромным. Он сумел вынести альтернативные версии происхождения цивилизации из узкого круга энтузиастов в глобальное информационное поле. Мировую известность ему принесла книга «Колесницы богов», вышедшая в конце 1960-х годов. В ней автор попытался связать воедино древние мифы, религиозные тексты, мегалитические сооружения и загадочные изображения, найденные в разных частях света. Он утверждал, что многие элементы, которые принято считать символическими или культовыми, могли быть следами контакта с технологически развитой цивилизацией, не принадлежавшей Земле. Книга стала международным бестселлером, была переведена на десятки языков и разошлась миллионными тиражами. А документальный фильм по ее мотивам лишь усилил эффект. Особый резонанс идеи Деникена получили в СССР, пусть и с определенным опозданием. В официальной научной среде его труды считались ненаучными и спекулятивными. Однако в позднесоветские и перестроечные годы они стали частью культурного феномена. Самиздат, журнальные публикации, телевизионные обсуждения и пересказы сделали его одним из самых узнаваемых авторов альтернативной истории для советского читателя. Для многих именно через Деникена начался интерес к мегалитам, древним цивилизациям, загадкам прошлого, и версии о том, что история человечества может быть гораздо сложнее и страннее, чем принято считать. 39. В Турции обнаружили предполагаемую гробницу Николая Чудотворца. Археологи обнаружили в Турции возможное место захоронения Николая Чудотворца. Саркофаг нашли на глубине примерно 1,5–2 метра под землей во время раскопок двухэтажной пристройки церкви Святого Николая IV века в Демре, что в провинции Анталия. Считается, что это место последнего упокоения христианского епископа святого Николая Мирликийского, который умер в 343 году нашей эры. Николай Чудотворец – один из наиболее известных христианских святых. Он жил в IV веке нашей эры и был архиепископом древнего города Миро-Ликийские. Святой Николай считается заступником детей и прообразом Санта-Клауса. По словам исследователей, обнаруженный саркофаг длиной около 2 метров изготовлен из известняка. Сейчас археологи приступили к детальному изучению его наружной части. Ученые очень надеются найти надпись на саркофаге, которая поможет прояснить содержимое захоронения и позволит определить точный период, к которому оно относится. 40. В Польше над домом, который тушили пожарные, засняли ангела. В конце декабря 2025 года, во время тушения пожара, в польском поселке Малдыты над пожарными витал ангел.
Или, по крайней мере, что-то похожее на ангела. Это фото появилось на страничке в соцсетях пожарного депо Малдыты и вызвало множество комментариев. Поляки очень религиозны, и желающих прокомментировать снимок набралось предостаточно. Многие и в самом деле верили в то, что ангел наблюдал за работой пожарных и, возможно, даже помогал им в тушении огня. Но хватало и тех, кто считал, что все это просто случайный силуэт между тучами в небе или паридолия, то есть просто иллюзия. На этом я бы хотел закончить это видео с 40 тайнами мира, которые до сих пор остаются без ответов. Ну и уже по традиции, для всех досмотревших этот ролик до конца предлагаю узнать бонусный факт. Обычное фото заката превратилось в настоящий хоррор. В сети набирает популярность история пользователя Reddit, чей обычный вечер превратился в сюжет для хоррора. Парень просто хотел запечатлеть красивое небо, но в итоге не на шутку испугался. Самое жуткое в этой истории то, что автор заметил пугающую деталь не сразу. Он спокойно сделал серию снимков и лишь спустя время, пересматривая галерею в телефоне, застыл от ужаса. На первый взгляд, обычный закат. Но если присмотреться к левому нижнему углу кадра, в оконном стекле можно отчетливо увидеть бледное, застывшее лицо. Автор клянется, в тот момент в комнате он был совершенно один, телевизора или монитора в помещении нет, а черты лица в отражении совершенно не похожи на его собственные. Комментаторы разделились на 3 категории. Мистики уверены, что в кадр попало паранормальное. Теорию о вампирах быстро отмели, они не отражаются, поэтому сейчас в топе версии о бледном человеке или скрытном духе, который годами живет в стенах дома. Некоторые считают, что камера просто уловила то, что человеческий глаз не в состоянии заметить в реальном времени. Скептики настроены решительно. Они уверены, что это качественный фотошоп или умелая игра света и тени, созданная ради хайпа. «Слишком страшно, чтобы быть правдой», – пишут они в комментариях. Реалисты выдвигают самую пугающую версию. Они считают, что на фото реальный живой человек. И если это не автор и не его гость, то новости для парня плохие. Пока он восхищался закатом, в его комнате прямо у него за спиной кто-то тайно находился. А что думаете вы? Удавалось вам запечатлеть что-нибудь необычное на камеру? Делитесь в комментариях. Вот такими у нас получились 40 тайн мира, которые до сих пор остаются без ответов. На экране вы можете увидеть несколько комментариев из предыдущего ролика. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь своим мнением о ролике, предлагайте темы, которые вы хотели бы услышать в новых видео. Все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех зрителей, поддержавших наш канал материально в это непростое время. Их имена вы можете увидеть на экране вашего устройства прямо сейчас и в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал Книги, Истории, Факты, поставить лайк, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео и поддержать любым удобным способом. Ваши комментарии, лайки и то, что вы делитесь нашими видео в самых разных социальных сетях и мессенджерах, помогают развитию нашего канала и позволяют понять, что прилагаемые нами усилия не напрасны.